Пока все отмечали в Германии День труда, на острове Лампедуза, это в Италии, беженцы прибывают и прибывают. За последние 36 часов прибыло 7 тысяч человек из Африки. И на вопрос, куда вы бы хотели попасть? Ответ один. Это та страна, где текет мед с молоком и из автоматов дают евро. Конечно, это же Германия. Так что фрау Фезер уже должна раскатывать красную дорожку. Будем принимать новых беженцев. Хотя расселять и некуда, но раз люди хотят, значит они туда и пойдут. Так что вопрос остается один. Сколько еще человек или сколько тысяч человек Германия сможет разместить у себя? И где, самое главное. Мест нет, но люди едут и едут, потому что в надежде, что здесь молоко, мед, деньги растут на деревьях. Это все вот в головах тех беженцев, которые хотят попасть в Германию. Как говорится, хороший пиар для Германии сделали по всему миру, раз люди думают, что здесь так очень хорошо. Так что ждем, надеемся и верим. Что же с нашей пенсией? Да, ребята, наша пенсия нас не ждет. Это раз. В Ливан сегодня вылетели европарламентские шишки. Комиссар Европарламента Урсула фон дер Ляйен с группой полетели в Бейрут, это Ливан, чтобы подарить стране миллиард евро. Это миллиард евро европейских налогоплательщиков. Хотят подарить, чтобы ливанские власти удерживали сирийских беженцев у себя в стране. Потому что Ливан — это перевалочная база, где беженцы пробуют попасть в Европу. Взяли интервью у сирийской семьи, живет в Бейруте, заплатили 15 тысяч евро, чтобы попасть на Кипр, остров в Средиземном море. Сели на лодку, вышли в море, что-то пошло не так, пришлось вернуться, высадили эту семью, деньги не вернули. Вот они говорят в интервью: да, мы попытались, денег нам обратно не дали, жалко, но мы попробуем еще раз. Ребят, откуда столько денег? 15 тысяч, это вам не Германия, это Ливан, там зарплаты мизерные. И вот это только 15 тысяч, чтобы на Кипр попасть. А с Кипра же еще надо попасть дальше по морю до Италии или Греции. Это еще 8 тысяч. Вот и считайте. Круговорот денег в природе. Урсула фон дер Ляйен дарит миллиарды евро властям Ливана. А те, в свою очередь, я так думаю, дают этим беженцам: вот тебе 15 тысяч, и едь, лети в Европу, лишь бы ты здесь не был. Только такое у меня складывается впечатление, потому что люди дают перевозчикам вот этим нелегальным десятки тысяч евро, чтобы попасть в Европу. Как вам? Европа страдает, потому что уже не хочет беженцев. Европа, она дойная корова, ее доят все, кому не лень. Смотрим за моими пальцами, я вам объясняю на пальцах. Европа выделяет миллиарды евро помощи странам Турции, Ливан, Тунис и другим странам, чтобы те, в свою очередь, держали беженцев у себя в стране. Но этого не происходит. Беженцы попадают в Европу. И Европа тратит, опять же, миллиарды евро на содержание этих беженцев. Ну, неплохо. Как вам? Все доят Европу, кто может и как может. И вот Урсула фон дер Ляйен полетела на золотом подносике, миллиард евро. Держи, Ливан. Отвечаю на ваши вопросы, почему же бегут беженцы из африканского континента? Несколько причин. Первая причина — это военные перевороты. Каждый год в среднем 4-5 переворотов происходит на африканском континенте. Разные страны: Чад, Нигер, Судан, Гвинея. Вот в этих странах происходят постоянно что-то, какие-то потрясения. Идут выборы, выбрали
одного кандидата в президенты, кому-то не понравилось, военные берется за оружие, делают переворот, и оппозиция уже в меньшинстве, остается два варианта: умереть или бежать из страны. И, как правило, убегают мужики, бегут в Европу, политическое убежище просят, или просто второй вариант — это подзаработать. В основном, когда спрашивают африканцев, это люди среднего и хорошего достатка у себя в стране, потому что путешествие из Африки в Европу стоит денег до 20 тысяч евро. А бедные люди, конечно, себе позволить этого не могут. И в основном едут мужчины молодые, полны решимости заработать в Европе денег, семьи остаются дома на родине, так как по идее они должны здесь закрепиться и потом уже пересылать деньги на родину. Вот они основные причины, почему мы видим африканских людей здесь в Европе. Это молодые здоровые мужики, которые едут на разведку, едут заработать деньги, а семья ждет дома. Все очень просто. И мы не видим людей бедных, потому что это единицы, так как они не могут себе позволить заплатить, чтобы этих людей переправили по морю до итальянского берега или до Греции. Все упирается в деньги. Если есть деньги, значит ты можешь попасть в Европу. Все очень просто, ребята. Вот они и едут. И едут много. Потому что они знают, что в Европе можно отбить все эти деньги, бизнес. Я хожу на барахолку, у нас здесь в Гамбурге, на выходных, и я вам скажу, там бизнес хорошо построен. Приезжают на автобусе, набирают старые электронику, мебель, все это грузится в автобус, везется в порт, все потом перегружается в трюмы, на корабль и везется на родину. Там перепродается в 2 раза дорого. Бизнес неплохой. Также и машины. То есть там уже все поставлено на поток. И вот так все это работает. С одной стороны, и Европе неплохо, потому что старые электроника, старые машины, это же надо утилизировать, это все дорого, это же стоит денег. А здесь весь этот старый шрот, то есть старье, отправляется просто прямиком в Африку. И там оно еще ездит несколько десятков лет. И вот так власти закрывают глаза. Пускай приезжают. Мы же знаем, они тут будут заниматься, как, знаете, подчищают за нами. То, что уже мы выкидываем, они потом везут к себе на родину. Всем удобно. Я думаю, почему же мы не живем в средневековье? За преступление было бы достойно наказания. Украл, отрезали руки. Убил кого-то, виселица. Изнасиловал, отрезали другое. Один из таких случаев в Германии, толерантность, я вам расскажу. 2 парня, одному 14, другому 13 лет, затащили в лес девочку 11-летнюю, и 14-летний парень насиловал ее много часов подряд, а второй снимал на видео. Их задержали. Был суд вот буквально на днях. Так вот, старшему дали всего лишь 14 месяцев тюрьмы, из них 13 условно, а месяц он уже отсидел в камере предварительного следствия. После суда его выпустили. Второго 13-летнего парня он по возрасту не проходит, то есть его не судили. Почему же было такое наказание мягкое? Адвокат этого парня сказал, что этот парень приехал из Украины и он психологически неустойчив, что вот он имел проблемы туда-сюда. Ребята, да какая разница, ты откуда приехал? Из России, из Украины, из Афганистана, из Сирии. Мне вообще насрать, кто откуда приехал. Сделал гадость, должен ответить по полной, а не так. Это же что за толерантность? Это получается, парень сейчас думает, нифига себе, круто. 14 месяцев условно, да можно повторить, да? Наверное, вот такие у него мысли.
это получается в Германии столько приезжих, и теперь каждый может делать, что хочет, потому что на суде он скажет: да, я вот приехал из такой-то страны, бежал там и от насилия, у меня нестабильность, психические там расстройства, давайте скостите мне срок. Но это не дело. Мое мнение такое, что за каждое преступление надо отвечать по полной, а не так. То есть у меня просто слов нет, вот эта толерантность немцев не доведет до добра, вот реально. Вот. Для меня национальность не играет роли, ребята. Я за то, чтобы каждый человек отвечал за свои действия, без разницы откуда, какое положение занимает. Совершил, ответь. Ладно, ребята, это было мое личное мнение. Конечно, много мата хотелось бы сказать, но не буду. Я не понимаю эту систему. Может быть, я уже старый для этого. Но я все-таки за то, чтобы каждый человек, вне зависимости от национальности, религии, отвечал за свои проступки. Я только за это. Так что пишите свои комментарии. С вами был Андрей. Всем пока.